Друзья мои, всем огромнейший привет и лайк. Меня зовут Ирина, вы на канале Репортажи моей жизни. О, протараторила. На дворе 7 мая, весна, но что-то как-то эта весна хулиганка. Эту неделю погода нас хорошей не балует, и ближайшую неделю, как говорят синоптики, тепла не ждите. Впрочем, многие из вас столкнулись с такой ситуацией, да? Весна была ранее, сначала порадовала нас своим теплом, а теперь, нате, пожалуйста, получите заморозки. Случаются ночные заморозки, и эти заморозки уже многим из нас нанесли ущерб будущему урожаю. Но что делать? Против природы мы бессильны. Сегодня с утра на WhatsApp одна из моих подписчиц, Вера, прислала фото, у них идет снег. У нас тоже сегодня что-то такое летало, но очень мало, хотя погода плюсовая, но очень холодный ветер. У нас частично тоже подмерз кустик винограда, ранний кустик. Позднему-то ничего нет, а вот ранний подмерз. Хотя и укрывали через укрывной материал. Ну что делать, что делать? Мы сегодня и завтра в ночь ждем заморозок. У меня уже укрывной наготове. Ну, все, конечно, не укрою, а вот смородину и крыжовник, вон там вдалеке лежит укрывной. 2 кустика укрою, ну, больше нечем больше укрывать. Зацвела груша, конечно, если шибанет мороз, будет очень жалко. Останемся без урожая. Вот это поздняя, ну, тоже уже зацветает, но не вся еще. Рассаду никакую в теплицу не высаживаю. Все под пленкой. Ох, как у меня редисочка зашла хорошо. Дружненько. Вчера купила вишенку. Сорт называется... О, господи, забыла. Шоколадница. Уже с листочками. Но пока держу в теплице. Морозы пройдут, тогда высажу. Рисковать не буду. Помните, я вам показывала формы для заливки бордюров для грядок, которые мы выписывали на Валберес. В дополнение к этим формам мы выписали еще формы для заливки тротуарной плитки. Да, Володя все это залил, сделал и бордюры, сделал и плитку. И такую красоту мне навел в теплице. Вот она, эта красота. Мне так нравится. Приятно зайти. Здесь слева посеяла капусту, несколько сортов белокочанной, брокколи, цветная, кальраби. Сею второй раз. Первая моя партия рассады погибла. И посеяла 8 огурчиков. В грязной обуви теперь и заходить-то сюда не хочется. Хоть разувайся. Иду вам показать эти формы для плитки. Для бордюров вы уже видели, кто меня смотрит. Вот они. 1, 2, 3, 4. Квадратненькие. 50 на 50. И залит один бордюр. Куда-то хочет примострячить, не знаю. Красота, да? Для кого-то, конечно, легче и проще это купить. Ну, а мы сделаем сами. На участок сегодня работать не пойду, потому что очень холодно, да и особо дел-то нету. Эти дни солнышко хоть иногда появлялось из-за туч, сегодня его нет совсем. Вчера я... Что вчера делала-то? Рыхлила чеснок, кое-где дергала траву и подкормила клубнику. Сейчас покажу, каким удобрением. Нашла это удобрение на просторах... Да что ж такое? Мысли вперед слов. Удобрение это новое, нашла я его на просторах интернета, почитала за него, оно мне понравилось. Не скажу, что оно дешевое, но надеюсь, что оно стоит того. Вот оно, это удобрение фирмы Цимус. Я покупала конкретно для клубники. Это комплексный органический почвообразующий субстрат, который заменяет любые удобрения для рассады, огорода, сада и дачи. Экологически безопасен, не содержит ни нитратов, ни гормонов. Это удобрение содержит в 60 раз больше питательных элементов, чем самый плодородный грунт. И причем все элементы научно обоснованы и проверены.
Прилагается инструкция, где есть подробный способ его применения, а также указан весь ассортимент продукции. По QR-кодам можно все это посмотреть. И даже есть QR-код, где можно пройти бесплатный курс по теме «Как восстановить плодородие почвы». Средство это универсальное, используется круглый год и в теплице, и дома, и на открытом грунте. А больше всего мне понравилось, что оно пролонгированного действия и эффективен от 3 до 5 лет. Так что, друзья мои, кого это заинтересовало, берите на заметку. Продаются эти удобрения на Валберес, и это не реклама, как сейчас многие подумают. Денег я с этого не получаю. Мне понравилось, я купила, делюсь информацией с вами. Удобрения сделаны в виде гранул изумрудного цвета и черного. Одну либо две мерные крышечки насыпаем под кустик, но это зависит от размера куста и от плодородия вашей почвы, естественно, да. Заделываем землей и написано пролить водой, но я проливать не буду, потому что земля у меня влажная, да и ожидаем дожди. И таким образом подкормила и прорыхлила всю свою клубнику и землянику. И если верить написанному, то моя клубника в подкормке в этом сезоне больше не нуждается. Володя копает огород. О, кулаком грозит, что я его снимаю. Хочу показать вам, какой красивой формы у меня тюльпаны распустились. Посмотрите, ну красота же. Ставлю делать мороженое. В отдельной кружке перемешала и взбила все ингредиенты. Теперь заливаю в мороженицу. Кто не знает, говорю, эту мороженицу мне подарила моя семья в январе месяце на мой день рождения. Включаю, и через 1,5 часа 600 грамм вкусного ванильного мороженого готово. Есть у меня небольшая вышитая работа, вот она, красивая композиция такая. Вышивала я ее зимой, куплена к ней рамка, рамку тоже давно уже купила, а вот оформить все это дело никак не хватало времени. И поскольку на участке сегодня работать холодно, а дома, дела, конечно, не все сделаны, дела домашние никогда не кончаются, и при желании их всегда можно найти, но я займусь оформлением вышивки.
Работа оформлена. Мне нравится. Ну что ж, мои хорошие, на этом репортаж свой заканчиваю. Всем до свидания, до новых встреч!